Всем привет! Я инженер по тестированию материалов и инструментов, поэтому обычно занимаюсь тотальным разрушением, но сегодня время созидать. Я давно завидовал тем, кто может скоротать вечерок у собственного камина. Дачи у меня нет, а посидеть у камина очень хочется. Конечно, можно купить в квартиру электрическую имитацию, но выглядит она не очень. Поэтому мое внимание привлекли биокамины. Красиво и современно. Вот только домой мне хочется что-то уникальное, поэтому я сделал основание из материалов, которые недавно тестировал. Я хочу сделать основание размером с обычный журнальный столик, и к моему интерьеру больше всего подходят деревянные столешницы. Вот только встраивать горячие топки в горючий материал – идея плохая. Поэтому в качестве основания для корпуса я выбрал интерьерные стеновые панели Интерпан. Обычно их используют для возведения перегородок и облицовки стен. Но сегодня я соберу конструкцию из них без использования внутреннего каркаса. По идее, прочности должно хватить. В основе панели Интерпан гипсостружечная плита ГСП. Этот материал мы уже по-всякому тестировали. Мне понравилось, что он очень неохотно нагревается даже в огне газовой горелки. Значит, столешница не нагреется, даже если мой камин будет гореть сутками напролет. К тому же панели состоят из натуральных и экологичных материалов, гипса и древесной стружки. Даже если их сильно нагреть, никаких неприятных запахов и вредных веществ они выделять не будут. Панели относятся к классу пожарной опасности КМ1, то есть они трудно воспламеняемые и не поддерживают горение. Даже если на панели попадет горящее топливо для камина, пожара не будет. Итак, материал для столешницы я выбрал. В декоративной панели я проделаю 3 отверстия, в которые потом вставлю чашу. Чтобы боковые кромки смотрелись более законченно, отфрезерую их изнутри под 45 градусов. А потом сложу внутрь. Я не раз проделывал такое с гипсокартоном, но с интерпаном все должно получиться еще интереснее. Декоративная пленка явно прочнее, чем бумага на ГКЛ. Фрезерованные кромки позволят сэкономить время на сборке столешницы. Я не буду использовать никаких дополнительных крепежных элементов, просто залью места соединений монтажным клеем. Будет ли это держать? Сейчас проверим. От предыдущих экспериментов у меня осталось несколько фрагментов панелей. Соберу из них угловую консоль и проверю на прочность. Тестовая конструкция без проблем выдержала тяжелое ведро со штукатуркой и даже мой вес. Мне удалось сложить ее, только направив ударную нагрузку на сдвиг. Значит, конструкция из панели Интерпан будет вполне прочной. Признаюсь, я хороший дизайнер только во вселенной Майнкрафт. Не буду усложнять конструкцию и сделаю к своей столешнице простое подстолье. Для него использую панели с имитацией фактуры бетона. Отфрезерую их и соединю в прямоугольный короб, а затем сверху приклею столешницу. Две из 4 граней получились идеально, хоть завтра отправляю их на выставку дизайна. А вот 2 другие мне не очень понравились. Я слегка поторопился и выставил слишком большую глубину, поэтому в нескольких местах зацепил декоративную пленку фрезой. Но это не беда. Получившиеся дефекты я скрою с помощью герметика. Все почти готово. Горелки входят в столешницу плотно, с натягом. Значит, случайно перевернуть их не получится. Плюс 10 к безопасности моей конструкции.
Теперь остается добавить немножко красоты и тепла. Обычно в камины засыпают декоративную гальку, но это не метод для настоящих строителей. Вместо гальки я использую крупноформатный строительный щебень. Такой камин будет смотреться брутальнее. Вот теперь действительно все готово. Хоть я и работал с этим материалом первый раз в жизни, мне почти не стыдно за дело своих рук. Оставайтесь на канале, и вас ждет еще много необычных DIY проектов.